Все в инии, весь потолок. Друзья, всем привет. На избе Заползухи. Приехал проведать, попробуем порыбачить. Надо сейчас затапливать печку и всю избу просто сушить. Вообще все. Сейчас все это будет капать, все будет сырое, надо кочегарить как в бане. Чтоб стены, картон, все подсохло. Здесь просто, вот просто реально слой. Эта вода у меня будет потом на технические нужды, чисто руки помыть, посуду где-то ополоснуть. А за питьевой водой сейчас пойдем на ручей. Для этого есть ведра. Пахнет вода. Только лунку продолбил и пошел запах вот этой вот стоячей воды, сероводородом этим. Хотя в этом ручье всегда вода хорошая была. Сколько раз я брал в любое время года. Видимо, задохлось озеро, не ловлено, следов нету, вообще тишина. Ни дороги, ничего. Поэтому, видимо, такой запах. И вода такая мутноватая. Обычно дно видно. Здесь не глубоко, песочек, дна не видно. И запах невкусный. Жара, как в бане. Просушиваю одеяло, потому что оно у меня было в рулон свернуто. Снаружи-то высохло, а внутри вообще насквозь чайник вскипел. Так, чайку попить. Термос с собой не брал. Съездил на снегоходе за водой на ручей. Спустился ниже, туда, наверное, на километр, даже ниже, где я переезжал. Вот. И там вода нормальная, чистенькая, хорошая, приятно пить. Здесь все-таки, наверное, рядом с озером. Озеро задохлось, никто не рыбачил. Сейчас сходил, проверил. Слуза примерно больше, чем полсапога. На снегоходе точно не поездить. И дело даже не в таком снегоходе по типу бурана, что он по слузу не едет, липнет сразу. Тут даже, наверное, крутой импортный снегоход, он по слузу не поедет. То есть он поедет, если вы стартанете с одного берега, допустим, на другой проскочить махом, то да, а по озеру не поездишь все равно.
фольгу и в костер минут на 30 примерно. Вот такие получились яблочки. Аромат стоит невероятный на всю избу. Пахнет карамелью. Затопил печку. Сейчас буду варить пельмени, но не совсем пельмени. Будет такой суп из пельменей, как раньше варили в моем детстве, в 90-е годы. Начистил уже картошки. Картошка, лук. И будет такой суп. Получится. Раньше всегда так варили. Ну, если пельмени, конечно, если мясо было, то варили. Очень вкусно. Можно было бы, конечно, еще подержать. Было бы еще вкуснее. Чтобы они немножко даже подгорели. Вот здесь сверху подгорели орехи. Ну и чтобы само яблоко тоже немножко. Будет еще вкуснее. Ну это класс вообще. Ружье я покупать не собираюсь, и охотником становиться тоже. У меня все. Это отвечая на вопрос под последним видео, когда люди писали, почему без ружья волки опасно. Даже, ребята, объяснять не буду, бесполезно. Друзья, всем доброе утро. Приехал на это место, где я осенью вставлял вот эти вот ветки, коряги для приманивания окуня. О, окушки проплыли. 2 штуки слева на камере. Попробую сейчас здесь. Вышел на лыжах, прошелся метров 20, наверное, от берега по озеру, и вода, слуз. А здесь сухо. Вообще отлично, можно на снегоходе ездить. Воду не выдавливает. Снега очень мало на самом озере, так как его ветром сдуло весь. Вот так вот и сиди, думаешь, что рыбы нету. Окуни проплыли,
Они даже не заинтересовались и не остановились. У блесны один посмотрел, и на этом все. Они где-то все равно рядом плавают. Далеко не должны никуда уйти. Есть, подошли окуни. Ну чё ж вы так? Уплыли. Эх, сошел. Аккуратные, очень осторожные. Вон там сверху он проплыл, плавники. Окуней немного, конечно, но есть. Эта стайка, наверное, тут и плавает. Крутится туда-сюда. Были к берегу, потом подошли. Меняю место. Здесь посидел. Вообще не поклевки. Потом вот сюда на мель сделал 5 лунок. Покрутил камерой на мели. Вообще поискал окуня, посмотрел. Но никого не видно. Очень мелко, вода прозрачная. Даже если окунь проплывал бы вдалеке метров в 10, то было бы его видно. Иду сейчас туда дальше. Пробуем там. Смотрим. Пока не поймал ни одного окуня. Сзади за мной иду от берега на глубину. Сейчас уже где-то сижу на 4 метрах. Там на мели попробовал. И все сюда вот так вот сдвигаюсь. Есть вот такой. Попал первый окушок. Небольшой, но все же. Глубина 3 метра примерно. Ушел уже в этот район напротив избы. Там так больше ни одного окуня не поймал. И все. Поснимал там еще. Походил на свале, посмотрел. Потом опять к этим коряшкам подошел. Так рыбы не видел. А самое главное, стал опускать камеру на глубине. И увидел просто огромное облако мелкой плотвы. Вообще малек. Такая хорошая кормовая база, конечно. Это просто отлично. Поэтому сложно тут, наверное, что-то поймать. Бывает иногда. Нашел немного окуня. Сейчас пока опускал камеру. Сижу на самом свале. Окунь хороший, крупный. Видно на камеру. О, подплывают. Ох, есть. Хороший окушок. Здесь схватил. Но блесну на эту. Мормышку надо пробовать. Что-то им не особо нравится блесна. Один где-то попал с лету, сходу. Есть еще один. Взял. Чуть-чуть потряс.
наверх ее как мормышкой и схватил. Какие-то неправильные окуни. Блесну обратно ставить. Пробовать идти на мель. Сдвигаться. Может покрупнее. Была попытка поклевки. И все на этом. Вот такой окушок. Не крупный. Но ладно. Тихонько на уху наловлю. Может быть. О, уже такой посерьезней. Есть один. Надо воды еще набрать. Время час дня. Пришел в избу. Попить чаю надо. И в итоге поймал за этот период, сколько, с 9 утра где-то 11 окуней. Вот такая рыбалка. Натоптал дорогу. Там лыжами. Там немного, метров 20, наверное, не больше. Чтобы на снегоходе можно было проехать. И попробую, может, после обеда, где-нибудь ближе к вечеру, выехать, поискать окуня. Может быть, лучше клевать будет, не знаю.
видимо, сегодня день такой. Не хотят они клевать. Ни на мормышку, ни на блесну. Тоже небольшой. Вот этот уже посерьезнее окунь. Посерьезнее. Нарыбачился. Поймал 5 окушков. Вот такие вот. Маленькие. Больше поклевки не видел. Доехал там до того берега, попробовал, половил, и у меня сел аккумулятор на шуруповерте, а ручного бура я с собой не взял. То есть он у меня здесь у избы есть, а туда с собой поехал не взял. Сейчас минус 29 градусов. Я боюсь представить под утро, что будет. За 30 точно будет. Вот такая температура. Все на ходу, замерзает. Помыл посуду. Так стоял, уже все замерзло. Открыта немножко дверь у избы, и видно, как идет пар. Вот. Здесь бесполезно смотреть температуру. Даже здесь под избой показывает минус 20. А вот там у костра сейчас минус 35. Ну, до того, как я его разжег. Сейчас там тоже тепло будет. Так, конечно, у флисовой курточки лучше не сидеть у костра, можно прожечь ее. Но я аккуратно. Вот так вот. Буду варить уху с картошкой, с луком. Даже нос мерзнет. Сижу вот здесь вот у костра. Северное сияние такое, прям вообще огонь.
Ё-моё. Вот это, ребята, уха. Это, наверное, самая вкусная уха, которую я ел здесь. Мне кажется, вода немножко отличается. Я вот взял в другом месте воду, и прям чувствуется разница. Здесь все-таки вода немножко не такая. Это просто... Друзья, всем доброе утро. 10 часов утра, минус 32 градуса. Стало чуть-чуть потеплее. На рыбалку я сегодня не знаю пока, ехать не ехать, такую холодину, идти, вернее не идти. Есть мысли съездить за дровами. Дрова у меня кончились, здесь я все спалил. Сзади там осталось, наверное, чурок 5 и там еще немного. Это у меня лодка лежит, так вот под елкой, чуть-чуть спущена и так оставлена. Ничего себе не будет, все нормально. Пока ездил за дровами, стало теплее, минус 25 показывает. Но что-то желания большого вообще на рыбалку нету идти, вообще никакого. Сейчас, наверное, попью чайку, посижу, чуть-чуть отдохну, минут 15-20. И прокачусь на болото, на снегоходе, туда вот, в ту сторону. Попробую поискать птицу, может косачей, глухарей. Покатаюсь, посмотрю, возьму объектив большой. Короче, поохочусь. Выехал на озеро, и 2 свежих следа лося вышли вот оттуда, из леса. И ушли в противоположную сторону. Вот туда. Это я вчера здесь проезжал на снегоходе. И этих следов не было. Это они ночью прошли. Вот туда ушли. Это, по-моему, след росомахи.
Следы косачей, наверное. Нырял. Нашел все-таки глухаря. Вот на елке вот там сидит. Метров 100, наверное, отсюда. Еду вот так вдоль леса. И где-то здесь он взлетел. Сидел в снегу. Пока не улетает. Вот он сидит. Вот на этой елке. Никакой не хочет улетать. Я иду, кричу ему. Ребята, вообще стою рядышком метров 40-50 максимум. Ни в какой улетать не хочет. Ближе, наверное, если пойду, то может быть и улетит. Потому что совсем уже будет наглость с моей стороны. Видно, как он макушку загнул. Сидит по сторонам, смотрит. Но я подхожу к нему сзади. Сейчас попробуем поближе подойти. Так, без камер. Эй, да ты чё? Ты улетать-то собираешься или нет? Глухарь. Ты чувствуешь, что я без ружья, что ли, или чего? Наконец-то улетел. Можно было бы спокойно стрелять, если был бы охотником. И то я камеру оставил с объективом, а сам пошел еще ближе. Еще подошел метров вообще на 30. Вот так вот. Буквально вот так вот эта елка. Даже какой-то 30. Вообще рядом. Он только тогда слетел. А так ни в какую. Сидит и все. Шел аккуратненько так. За елку спрячешься, постоишь немножко. Буквально полминуты. Опять дальше за елку пришел, опять так же и тихонечко подошел. Не думал, что он так подпустит. Солнце уже садится за гору. Красота просто неописуемая. Мороз. Я от избы уехал, было минус 25, но думаю, сейчас холоднее. Надо было лыжи, конечно, взять с собой и на лыжах идти. Я что-то... Они у меня с собой есть, вот в волокушах лежат. Я что-то увидел его. Он у меня здесь вот взлетел из-под снегохода и вот на елку сел там. Надо было на них идти, а я по-быстрому, короче, быстрее снимать. Короче, так ушел без лыж. Такие кадры, конечно, вообще. Меня вот, если честно, никакой рыбалки не надо. Ну, рыбалка, если интересно, тоже, конечно. Но вот такая, как вчера, я не хочу рыбачить. Вот реально. Я понимаю, что сегодня такая же ситуация будет на озере. Навряд ли будет что-то клевать. А вот так вот покататься на снегоходе. Здесь по местам, по этим, по болоту. Красиво за птицей вот так понаблюдать. Такая фотоохота, видеоохота. Здорово. Я и пофотографировал его в разных ракурсах. Но подходил к нему сзади. Может быть, он, если бы, может, спереди подходил. Но он головой крутил, конечно, в разные стороны. То есть, не знаю, либо он наглый такой просто. Видел меня. Понимает, что не ружье. Хотя объектив вот такой здоровенный. Видно же, что что-то несу. Вряд ли он там разбирается, ружье это или объектив. Хотя, может, чувствует. -36 градусов. Вот это мороз. Снял аккумулятор. Нести в избу его. Только успеваю дрова колоть.
Пускай тут висит. Фу. Вот это холодина сегодня. Еще холоднее, чем вчера. Пока на 1 градус. Не знаю, как дальше будет. Но это, конечно, хорошо, что я сегодня съездил за дровами, еще заготовил. Сейчас хоть можно не переживать. Затопил печку еще на ночь. Сейчас протопится. Немного там у меня. Ну и буду отдыхать, ложиться спать. Друзья, всем доброе утро. Время 11 часов дня. Я уже собрал вещи. На термометре минус 25 градусов. Рыбачить я сегодня уже не планирую. Сейчас схожу, поставлю фотоловушку. Есть у меня 7 окуньков. Вот таких вот небольшие. Туда кручу. Там бегала норка. Прикормлю ее. Ну и посмотрю. Потом приеду в следующий раз. Вот сегодня, вчера вернее, я снял аккумулятор. И сегодня вообще он с полтыка завелся. Буквально вот так вот, чуть-чуть. Трынь-трынь, и он все схватил сразу же. Ничего не грел, ничего. То есть, вот до этого, когда я день был, заводил, он у меня простоял на морозе, аккумулятор. Емкость все равно падает, садится. И пришлось крутить его. Вот, а теплый вообще прекрасно. Так что, такие морозы лучше на аккумулятор заносить в избу, и проблем не будет. Ну и лишний раз так подогреть. Так что все, друзья, всем пока, до новых встреч на канале и всем удачи. Рыбачить я сегодня не буду по той простой причине. Погода стоит одинаковая. Если была бы смена погоды, там было бы пасмурно, ветерок подул какой-то, снежок, может быть, и стоило бы сейчас порыбачить. А так, время только зря потрачу. Это я больше чем уверен, что клевать точно не будет. Поеду лучше домой. Ладно, все, всем пока.